Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся выполнять элемент крылышка, который очень часто используется в фриформе. Но также его можно использовать и в других кружевах. Начинаем работу с 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее выполняем еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполняем столбик с 3 накидами. Обратите внимание, на крючок выполняю 3 накида. Аккуратно придерживаю их пальчиком и ввожу крючок в 6-ю петлю от крючка. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. И это 6-я петля. И провязываю столбик с 3 накидами. Провязываем петелечка и накид, петелечка и накид, петелечка и накид. И теперь 2 оставшиеся петли на крючке провязываю вместе. Далее в следующую петельку я провязываю 2 столбика с 2 накидами. То есть это будет 2 столбика с общим основанием. Выполняю 2 накида на крючок. Ввожу крючок в следующую воздушную петлю и выполняю первый столбик с 2 накидами. Провязала. Далее выполняю второй столбик с 2 накидами сюда же. Выполняю. 1 накид провязала, 2 и 2 петелечки вместе. Далее в следующую воздушную петлю мы с вами выполним 1 столбик с 2 накидами. Выполняем 2 накида на крючок, вводим крючок в петельку воздушную и выполняем столбик с 2 накидами. Далее в следующую воздушную петлю нашей наборной цепочки мы с вами выполним 1 столбик с 2 накидами и 1 столбик с 1 накидом в эту же воздушную петлю. Провязали. Далее мы выполняем 1 столбик с 1 накидом в следующую воздушную петельку. Выполняем 1 полустолбик и 1 столбик без накида. Вводим воздушную петлю. Вот мы с вами до конца провязали все наши петельки наборной цепочки разновысокими столбиками. Далее очень внимательно разворачиваем работу, выполняем 1 воздушную петлю и провязываем в обратном направлении наш ряд столбиками без накида, захватываясь за дальние полупетли. Обратите внимание, именно за дальние полупетли. Хорошо видно верхушку наших столбиков. Выполняем столбики без накида, провязывая за дальние полупетли. Выполняем. До конца обязательно каждый столбик провязываем. Провязываем не спеша, чтобы не пропустить ни один столбик. И у нас с вами осталась воздушная петля. Мы вводим крючок. Опять же, видите, за дальнюю полупетлю воздушной петли я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее мы с вами работу разворачиваем. Выполняем 1 воздушную петлю. И вводим крючок во вторую, точнее в свободную полупетлю нашей воздушной петельки. То есть та петля, которая у нас с вами осталась не провязана. И выполняем соединительную. Раз выполнили соединительную. Далее смотрим и работаем опять с непровязанными полупетлями. И выполняем вторую соединительную. Опять вводим крючок в непровязанную полупетлю. Выполняем третью соединительную и последнюю, 4-ю соединительную выполняем в следующую непровязанную
полупетлю. Выполнили. Видите, я аккуратненько пальчиком отогнула ряд столбиков без накида, чтобы мне хорошо и удобно было работать с непровязанными полупетлями. Далее мы с вами выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняем столбик с 3 накидами в эту же полупетлю. Выполняем 3 накида на крючок. Накиды вспоминаем, придерживаем пальчиками, чтобы они не соскользнули. Вводим крючок в полупетлю и провязываем столбик с 3 накидами. Провязали. В следующую полупетлю провязываем 2 столбика с 2 накидами. 1 столбик провязываем. И еще 1 столбик с 2 накидами провязываем в эту же полупетлю. Выполнили. В следующую полупетлю мы с вами провязываем столбик с 2 накидами. 1. Провязали. В следующую полупетлю мы с вами провязываем 1 столбик с 2 накидами. Давайте вот так прижмем ряд, чтобы хорошо видно было свободные полупетли. И в эту же полупетлю провязываем 1 столбик с 1 накидом. Далее, как и раньше, мы провязываем с вами свободную полупетлю 1 столбик с 1 накидом, 1 столбик в следующую полупетлю, полустолбик провязываем, и в самую последнюю непровязанную полупетельку, вот она у нас с вами, мы провязываем столбик без накида. Вот у нас с вами получился, уже получается крылышко. Смотрите, это одна часть крылышка, другая. Таких элементов у вас может быть количество неопределенное, то есть может быть 3, 4, 5 элементов, в зависимости от того, с каким рисунком вы работаете. Мы с вами связали один элемент нашего крылышка. Давайте довяжем второй элемент. Выполним воздушную петлю. И опять же, не пропуская ни одного столбика, начиная с самого первого, захватываемся за дальние полупетли и в обратном направлении провязываем столбики без накида. Хочу напомнить, вот хорошо верхушки наших столбиков видно, провязываем за дальние полупетли. Каждый столбик столбиком без накида. Не спеша, аккуратненько мы провязываем с вами все и обязательно воздушную петлю. Самую верхнюю воздушную петлю из 5, которых мы с вами набирали в начале предыдущего ряда. Провязываем. Далее работу разворачиваем. Выполняем воздушную петлю и ищем вторую дольку или вторую часть нашей воздушной петли, не провязанной. Выполняем соединительную. Далее, как и раньше, помните, мы отогнули с вами столбики без накида вперед немножко и провязываем соединительными вторую полупетлю, третью полупетлю и четвертую. Всего мы должны были с вами выполнить 1, 2, 3, 4 соединительных. Все верно. И теперь выполняем, как и ранее. Выполняем 5 воздушных петель и продолжаем работу, как и в предыдущих элементах. В нашем крылышке с вами будет 5 таких элементов. 2 мы выполнили, выполняем еще 3. Мы с вами выполнили 4 секции или 4 повтора, можно сказать, 4 раппорта в нашем крылышке. Давайте выполним последнюю секцию, последний элемент и завершим наше крылышко. Напоминаю еще раз, в крылышке таких секций может быть 2, 3, 5, 7 и так далее. Просто мы с вами решили, что в данном случае их будет 5. Давайте повторяем.
Выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Вводим крючок в эту же петельку, откуда выполняли воздушные петли, хорошо видно. И выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 и 2 петелечки провязываем вместе. Для удобства вязания, чтобы вам было хорошо видно, вы немножко вот этот ряд столбиков прижимайте пальчиком вперед. Тогда у вас хорошо будут видны ваши непровязанные полупетли. Далее в следующую нашу полупетлю мы с вами выполняем 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами и второй столбик с 2 накидами. Мы с вами выполнили 2 столбика с общим основанием. Далее в следующую полупетлю мы выполняем 1 столбик с 2 накидами. Выполняем. В следующую полупетлю мы опять выполним 2 столбика с общим основанием. Но 1 столбик будет у нас с вами с 2 накидами. Выполнили. А 1 столбик будет с 1 накидом. Провязали. И у нас с вами осталось выполнить 1 столбик с 1 накидом, 1 полустолбик и в последнюю полупетлю у нас осталось выполнить 1 столбик без накида. Выполнили. Далее работу поворачиваем, выполняем 1 воздушную петлю и, не пропуская ни одного столбика, начиная с самого первого, вводим в крючок в дальнюю полупетлю и выполняем столбики без накида. Хорошо видно наши петелечки. Не спеша вы выполняете за дальние полупетли столбики без накидов. Аккуратно, внимательно довязывая до конца нашего ряда. Провязали. Не забываем провязывать 1 воздушную петлю, опять же за дальнюю полупетлю. Работу поворачиваем, выполняем воздушную петлю, аккуратненько пальчиком наклоняем наши столбики, вводим в дальнюю полупетлю воздушной сначала, и потом в дальние полупетли соединительные петли вводим. Поскольку мы с вами решили дальше наше крылышко не вязать, поэтому мы с вами берем и аккуратно до конца проходим соединительными петлями наши непровязанные полупетли. Обратите внимание, соединительные должны быть не затянутыми и не свободными. Они должны четко повторять ваши петельки предыдущего ряда. Хорошо, красиво. То есть они абсолютно не должны влиять на рисунок. Они просто аккуратно должны идти к концу ряда. Вот мы с вами завершили наш элемент, называемый крылышко. Оно у нас с вами получилось красивое, объемное за счет вот этих рядов столбиков без накида. Давайте посмотрим, как с обратной стороны наше крылышко видно. Видно, что навязочка со столбиков без накида, навязочки на обратной стороне, на изнаночной нет. Она у нас с вами идет только по лицевой стороне. Красивую объемную ягодку мы с вами научились выполнять на уроке 7 темы «Отдельные элементы крючком». И теперь видно хорошо, совместив крылышки и ягодку, мы с вами получаем вот такой уже интересный элемент, мотив, который можем в дальнейшем использовать. Как в фриформе, так в ирландском, гипюрном и других кружевах. Творческих вам успехов!